Привет, друзья! Сегодня я вам хочу рассказать о том, как избавиться от бородавки. Эта бородавка у меня появилась на пальце совсем недавно. Это шиповидная бородавка. А понадобится нам копеечное средство, которое называется Супер Чистотело. Вот цена всего лишь 19 рублей 87 копеек. Избавляет от бородавок, папиллом. Ну, по сути дела, бородавка это огромная папиллома. Здесь всего-навсего 1 мл. Но с растением чистотел это супер чистотело не имеет ничего общего. В составе мы видим, что здесь дистиллированная вода, натрия гидроксид или калия гидроксид. Проще говоря, это едкая щелочь. Ну и сама вот эта вот баночка, она очень-очень маленькая. Больше похожа на пробник каких-то духов. Но если мы захотим удалить бородавку прямо сейчас, при помощи этого средства у нас ничего не получится. Потому что кожа на руке, она все-таки грубоватая, и чтобы вот это средство проникло непосредственно вглубь бородавки, нам нужно эту кожу размягчить. Наливаем в миску горячую воду, температура примерно 40 градусов, ну можно чуть поменьше, градусов 38, в общем 38-40 градусов. И опускаем туда палец, на котором бородавка появилась, и держим так минут 5. Ну и по итогу прошло не 5 минут, а примерно где-то 15 минут, потому что за 5 минут кожа еще недостаточно размякла. Просушим палец салфеткой. Теперь хорошо видно, что и кожа на пальце, и бородавка очень хорошо размягчились, и теперь туда вот это вот средство проникнет на нужную глубину. Берем этот пузырек и открываем его. Открывается очень туго, поэтому открывать нужно осторожно, чтобы ничего мимо не пролилось. Когда этот пузырек уже почти открылся, ставим его в вертикальное положение, чтобы ничего не пролилось, и аккуратненько открываем. Возьмем небольшое количество крема для рук и смажем кожу вокруг бородавки. Если сюда попадет это средство, то по крайней мере здоровую кожу не повредит. Крем будет защищать здоровую кожу. Итак, подготовительный этап пройден. Теперь берем вот этот вот специальный стержень, и на нем должно остаться вот это вот средство. Аккуратненько, ничего чтобы не пролить, прикладываем стержень к бородавке. Аккуратненько наносим средство на бородавку. Вот хорошо видно, что появляется на бородавке небольшая капелька этой вот едкой щелочи. Даже может немножечко пощипывать. Ну и вот один раз наносим это средство и не шевелим пальцем, ждем примерно 2-3 минуты, чтобы вот это средство впиталось. При ближайшем рассмотрении хорошо заметно, что действительно вот есть небольшая капелька едкой щелочи на бородавке. Но особо никакого ни щипания, ни жжения я не чувствую. Только вот может быть такое легкое какое-то вот жжение идет, но совсем-совсем легкое, то есть никаких особых болевых ощущений нету. 5 минут прошло, средство полностью впиталось в бородавку. Ну и теперь будем ждать, посмотрим, что будет дальше. Прошло 12 часов с того момента, как я нанес средство на бородавку. И как мы видим, бородавка уже стала разрушаться. Внутри у нее потемнение, причем это потемнение очень-очень глубокое. Не просто на поверхности бородавки, а вот это потемнение, оно действительно внутри бородавки. И вот прошло 2 дня с того момента, как я нанес средство на бородавку. Таким вот образом теперь выглядит бородавка. Как мы видим, в центре у нее образовалась большая яма. Это за счет того, что едкая щелочь просто все разъела, все, что там находилось внутри. Прошло уже 3 дня, и, как мне кажется, бородавка в размере стала уменьшаться. А вот эта вот центральная часть, где ожог от щелочи, она, мне кажется, становится больше. И вот прошло 5 дней. Как мы видим, бородавка стала меньше, но все-таки вот то место, куда средство не попало, то место бородавки, оно, в общем, не исчезло. Я думаю, что это связано с тем, что когда я наносил крем, то на эту часть бородавки все-таки немножечко крема попало, и средство не впиталось, и поэтому в этом месте бородавка не уничтожилась. Опущу палец в горячую воду, чтобы еще размочить эту бородавку. Аккуратненько буду сейчас наносить это средство на те места, где еще остались участки бородавки. Это сейчас отчетливо заметно.
Сейчас я уже кремом ничего не мазал, просто очень-очень аккуратно наношу вот эту вот едкую щелочь. Прошло 12 часов с момента нанесения едкой щелочи на бородавку уже повторно. И как мы видим, бородавка очень сильно уменьшилась. Хотя никакого почернения, вот почернения так почему-то больше нету. Такое ощущение, что вот я даже почувствовал, наверное, часа через 2, то, что вот остатки бородавки, они очень сильно подсохли. И потом как-то вот она стала крошиться, и вот эти вот остатки, они просто как-то отшелушиваются, отваливаются постепенно. Потому что руками постоянно что-то делаешь, и вот эти вот ошметки этой бородавки, они потихоньку все куда-то, в общем, улетучивается и улетучивается. И бородавка становится все меньше и меньше. Прошли сутки, коростина отвалилась, и бородавка становится все меньше и меньше. Сама она не потемнела, но она сохнет и потихонечку начинает разваливаться. Прошли сутки, и, как мы видим, от бородавки практически ничего не осталось. Все вот эти ошметки, которые висели, они отсохли и отвалились. Ну и осталось такое вот небольшое еще пятнышко. Я думаю, через пару дней это пятнышко тоже пройдет. Прошло еще пару деньков, и, как мы видим, от бородавки практически ничего не осталось. Только вот небольшая коростина. И то, что вот было по краям, это все отвалилось. Ну и вот эта коростина, она уже начинает отваливаться. И сейчас я ее отковыряю. Ну вот и коростины теперь нету. Я думаю, что еще, наверное, через 2-3 дня вообще никакого следа не останется. Прошло еще несколько дней. И, как мы видим, от бородавки вообще никакого следа не осталось. Вообще даже не видно, что здесь когда-то была бородавка. И думаю, еще через недельку кожа здесь полностью вся нарастет, уже вообще будет совершенно ничего не заметно. Так что, как видите, этот метод работает, и он абсолютно безвредный, безопасный. Но, конечно же, нужно очень осторожно пользоваться этим средством, потому что это все-таки едкая щелочь, нужно все делать очень аккуратно.